Высотки. Я стою на улице Кирпичной. Пиццерия Элен. Привет, друзья! Сегодня мы пройдем с улицы Кирпичной, где я сейчас нахожусь, на Голубые Дали и сделаем небольшой обзор этого микрорайончика. Высоточки. Их построили всего несколько лет назад. Эти высотки. Но вон там даже продается квартира. Но квартиры очень дорогие, потому что здесь и охрана, и площадки какие-то, и все на свете, что только нет. Полиция, пожалуйста. Города Адлера. Эта дорога идет к ЖД вокзалу, но нам туда не надо. Мы пойдем прямо. Вот рядом с милицией, с полицией. Вот такой перекресточек. Все машины со всех сторон здесь. Вечные пробки здесь. Всегда все за машинами заставлено. Машинам не проехать. Вот кто-то перегородил. Там у нас были другие проезды. И очень хорошо здесь было разгружено. И сейчас вот так вот. А теперь пошли дальше. Мимо милиции, полиции. Не могу к этому слову привыкнуть. Полиция. Никак не могу привыкнуть. Идем дальше. С Кирпичной мы вышли на улочку Фабричную, чтобы нам прямиком по закоулочкам пройти на Голубые Дали. И пойдем сейчас мы вот сюда. И вот сюда вниз спустимся. Голубей дядька держит уже долго. Много лет держит. Так, а мы идем дальше. Это все идут жилые гаражи. Ну, это вот все, что где мы сейчас прошли, это все жилые гаражи. Некоторые вон выстроили даже сколько вон 4 этажа. 4-этажный гараж себе сделали жилой. Все благоустроенные. И вот здесь они все и идут. Вот их. Кто как облагоустраивает, делает. Вот они, гаражи, все. Жилые. Люди живут. Семьи живут. И прекрасно живут. И вот там еще ряд. Все сплошь полно. Но нам нужно заворачивать налево. Сейчас еще вот этот посмотрим. Вот оно все живут. Такие же благоустроенные квартиры получаются, только числятся как гаражи, прописки пока нет, но вроде что-то решается с тем, что здесь будет в них прописка. Но кто его знает, как там решат наши власти. Вот. А цена на порядок ниже, чем квартира. И люди здесь десятилетиями живут, всю жизнь живут. Вот в таких гаражах. Сами себе делают красоту и живут. Ну, а нам вот сюда. Мы сейчас опять срежем путь. Вот. Там у нас поликлиника адлерская. Пошарпанная стоит. Покрасить некому. А нам вот сюда. Вдоль банановых пальм. Вот они какие.
Пальмочки. Продолжаем идти дальше и опять же мимо жилых гаражей. Вон с какими балкончиками сделаны. Кто на что гораст. Живи не хочу. Гаражный комплекс. Там дальше уже высотки идут. А это вот. Там вообще беседку сделали большую наверху. Виноградом все поросло и зеленью. Жилые гаражи в Адлере. Ну, вот так как-то. Вот от жилых гаражей мы идем дальше. И, в принципе, мы уже на Голубых Далях. Раньше вот там в здании была поликлиника детская, сейчас ее убрали, перенесли как раз ближе к нам на Кирпичную. Очень удобно стало с детьми. Ну, мы идем дальше. Но мы находимся уже на Голубых Далях. Школа, и мы спускаемся ниже. Улица Голубые Дали. Дом 73. Это типа малосемейки. Школу я уже говорила за нее. Что-то у них во дворе здесь все роют на их территории. Что-то опять роют, копают. Идем дальше. Высоточка на Голубых Далях. Это почта Голубых Далей. Ну и сейчас начнутся магазинчики. Самый центр. Пятачок. Сейчас мы придем прямо на пятачок Голубых Далей. Микрорайончика Голубые Дали. Магнит Косметик. Голубые Дали. Название красивое, конечно. В простонародье голубятня. Магнит. Связной. Рублевский, ага. Колбасы, деликатесы. Открылся магазинчик. Ага. Это Магнит на Голубых Далях. О, киоск убрали отсюда, да? А, вон туда, что ли, поставили? Сдвинули. Дешевая аптека. Магазин Риска.
А здесь что-то новый какой-то еще строят. Пойди пятерочку. Они же всегда вместе, дружно идут. Дружно идут пятерочки и магниты. Прям за ручку. Появился магнит, значит рядом пятерочка. Появилась пятерочка, значит рядом магнит. Это уже обязательно. Ну, вот мы находимся на пятачке микрорайона Голубых Далей. В продаже есть все для жизни, не выезжая в город, не выходя в город, в центр. Все здесь есть. Салон связи Сберкасса. И рынок здесь Голубых Далей. Цветы и рынок. Сбербанк. Вот так выглядят Голубые Дали. Если вниз сейчас спуститься, как мы это сейчас сделаем как раз, мы будем на остановке Голубые Дали. На центральной улице Ленина в Адлере. Сочи-Адлер. Дорога. Вот туда сейчас мы и выйдем. И поедем в центр города. Вот там рынок уже вещевой. Здесь все магазинчиками такими. Сейчас заскочим на рынок. Идем к машине. Рынок на Ареде. Сейчас я в магазин сбегаю. Гастрономия. Давай посмотрим, что здесь есть. Ой, здесь даже прохладно. Даже прохладно. Перец что-то в этом году-то так и не подешевел. Да вообще все стало дорогим-придорогим. А 20 рублей не было? Все. Сейчас ваши. Помидоры 200. Что ж такое такие красные? А, нет, а там Голубика ничего страшного. 200, слива 100. Ой, какой маленький этот и 200. Малина местная, 200 чплашка. Да. Ой, перец везде такой, а вот здесь по 80 есть. Все местное, ага. Прямо такое все местное. В Сочи ничего толком не растет, все местное. Надо ж так. Картошка 45, лук 40, морковь 60 или свекла 60 и морковь также. Кабачки 80, слива 100-130, яблоки 120, огурцы 130, огурцы 80. Так, что здесь?
Рынок голубые дали. Малина сладкая. Держите. Это же клубника. Это же клубника. Малина сладкая написано. А почем арбузы? Огурцы, помидоры, арбузы. Дыня 70. Арбузы по 30. Арбузы 30. Лук, капуста. Так. Слива 180. Крупная, хорошая слива. Теперь ты ее не найдешь, потому что это не Ой, какие маленькие за 50. Малюсенькие прямо. Ой, какие дорогая это. 150. Что-то здесь цены. спрашиваю. Да нет. Нет! Я да громче кричу, потому что не слышите. Кричу громко, чтобы не слышите так. Чего, говорит, вы кричите? А вот здесь по 30 арбузы. Помельче другие. Картошка 40 мелкая. Помидоры сливка 70. Нектарин 180. А это что? Груша. В этом году вообще цены, да, очень сильно у нас они прыгнули так, что привыкнуть не можем. Помидоры 180. Виноград 160. Булочки. Инжир 180. Без косточки. Помидоры, огурцы. Мама. Кизил 150. Костюмчик. Ну, вещевой рынок. И продуктовый, и вещевой рынок. Голубые дали. Просто сарки.
Ой. Распродажа. Восточные сладости, орехи и сухофрукты. Краснодарский чай, горный мед, туалет. Холмская птицефабрика. Печенье, конфеты. Вот такой небольшой рыночек. Продуктовый и пищевой. $200. Это молоко какое? Коровье? Мацони. А, Мацони. А молоко у бабушки там. Все, поняла. Мацони. Кукуруза. 40 и 30, и 25 даже. Уже старая. А теперь продолжаем свой путь с микрорайона Голубые Дали. Мы выходим. По магазинчикам по этим, конечно, мы ходить по всем не будем. Отправляемся вниз на остановку. Вон там вдалеке виднеется море. Вот такие идут переходы такого типа. Есть лифт в переходе. Это я понимаю. Самый нормальный, хороший переход. Это идет спуск на этой же стороне дороги. Мы поднимаемся же наверх. И пройдем через дорогу, на другую сторону дороги. Так. Остановка Голубые Дали в сторону Сочи. Вон вдалеке виднеется железнодорожный вокзал, серый вон тот большой. В виде волны сделан железнодорожный вокзал. Улица Ленина. Мост. И туда идет центр Адлера. Мы сейчас будем направляться туда. Наша остановка находится вот здесь. А там, в той стороне, Сочи. Друзья, а на этом все. Мы сегодня посмотрели жилые гаражи в городе Адлере, как они выглядят, и живут там люди, семьи живут, семьями есть, которые всю жизнь проживают в этих гаражах. Мы побывали в микрорайоне Голубые Дали, сделали небольшой обзор рынка и продуктового, и вещевого рынка. Но на вещевом рынке там цен никогда нет, поэтому просто так посмотреть. А сейчас я нахожусь на мосту, который ведет через дорогу. Сзади меня находится Сочи.
Ну, а туда, я говорила, железнодорожный вокзал и центр Адлера. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы поехали снимать центр Адлера.